Сегодня будем делать тематичную ручку на ручке. Довольно сложный получился процесс, но результат мне понравился. Надеюсь, понравится и вам. Приветствую вас на канале Левша. Появилась идея сделать тематичную ручку. Имеется у меня хороший стержень и вот такие, как всегда, латунные трубки. Наконец, я смог подключить свое импровизированное поворотное устройство к лазерному станку. Отдельно покупать его не хотелось, а хотелось использовать именно то, которое есть в наличии. В общем, перечитав массу информации в интернете, нашел нужную и теперь можно гравировать на цилиндрических поверхностях. Единственный недостаток этого метода, я думаю, это сегментная гравировка. При этом изображение разбивается на равные сегменты и гравируется частями. Думаю, это происходит из-за того, что те скорости, на которых работают зеркала, абсолютно недоступны поворотной оси. Но в большинстве случаев это практически незаметно. В общем, гравируем по контуру очертания нашей будущей коробки, а по центру вырезаем пазы для рычага переключения скоростей. Латунная трубка диаметром 8 мм и толщиной стенки 0,5 мм довольно быстро прорезается насквозь. Друзья, у меня отличные новости. Первое. Спонсором этого выпуска является легендарная игра Vikings War of Clans, а вторая, викингам исполняется 5 лет. Vikings War of Clans — это мобильная многопользовательская стратегия в реальном времени, с более чем 20 миллионами игроков. И с каждым днем количество только растет, и это неудивительно. Мрачные северные земли окутаны войной, и только достойный ярл сможет объединить север под своими знаменами. Тот, у кого хватит сил и могущества, которые достигаются дипломатией, армией и экономикой. Сможешь ли ты повести за собой сильнейшие войска своих сподвижников? Сможешь ли создать собственный клан и вести его к победам? Лично мне очень нравится отстраивать замок и налаживать экономику. В нужное время ты всегда сможешь помочь соратникам провизией или же войсками, чтобы отбить неприятеля или захватить его крепость. Нанимай лучших воинов, обучай героев. Здесь все зависит от твоей смекалки и храбрости действий. Ну а чтобы дать толчок на пути к объединению Севера, разработчики устраивают конкурс. Главные призы — 2 MacBook Pro. То есть ваши шансы получить приз увеличиваются на 2. Это ли не прекрасно? Условия предельно просты. Нужно быть новым игроком и дойти до максимального уровня дворца до конца сентября среди остальных участников. Ну а я поздравляю Vikings War of Clans с юбилеем. Присоединяйтесь к поздравлениям и вы. Качайте игру только по моим ссылочкам в описании. Участвуйте в розыгрыше и становитесь самым сильным ярлом Севера. Берем 500-ю наждачную бумагу, и уже довольно быстро проявляются четкие очертания цифр, а они, к слову, очень и очень маленькие. Проходим и внутренние грани, потому что имеется все равно небольшая шероховатость. Основная деталь практически получилась, а это значит, что ручки быть. Теперь отрезаем все лишнее и слегка шлифуем внутреннюю поверхность. Здесь будут трущиеся детали, поэтому зеркало выводить не нужно. Ручка будет состоять из основного каркаса, это как раз латунные трубки разного диаметра, спаянные между собой, и наружные оболочки. Сейчас как раз изготовим маленькую вставку, которую впаяем между двумя трубками. Основная трубка диаметром 6 мм и с такой же толщиной стенки. С противоположной стороны от пайки нарезаем внутреннюю резьбу для крепления нижней секции. С этой стороны будет происходить замена стержня. Чтобы две детали спаять соосно, выравниваем торец и запрессовываем переходник. Можно было бы эту деталь изготовить из цельного прутка, но здесь каждый лишний грамм на счету. Поскольку детали прилегают довольно плотно, капиллярный эффект поможет хорошенько все это спаять.
Далее нужно изготовить цилиндр, который будет перемещаться внутри трубки большего диаметра, и в нем будет крепиться стержень. С одной стороны сверлим отверстие по диаметру стержня, но так, чтобы он входил туда плотно. После этого сверлим сквозное отверстие меньшего диаметра для доступа воздуха. Опять же шлифуем, но не полируем, и срезаем с заготовки. Теперь нужно просверлить отверстие очень маленького диаметра, меньше 1 мм, и нарезать в нем резьбу. Резьба М1.1, мечик очень тонкий и в любой момент норовит остаться там навсегда. Но все прошло успешно, значит будем покорять микрокосмос дальше. Вот так это будет выглядеть в собранном виде и держится довольно плотно. Нержавеющего прутка диаметром меньше, чем 6 мм у меня нет, поэтому из него будем изготавливать путем долгих проходов рычаг переключения скоростей. Проходов так много, чтобы была довольно чистая поверхность и не сорвало заготовку. А вот так это выглядит в сравнении с наконечником стержня. Плюс здесь еще нужно нарезать резьбу. Думаю, если бы не это центрирующее устройство, вряд ли бы что-то получилось. Теперь мы имеем мощный рычаг для мощной коробки передач. Срезаем заготовки, полируем верхнюю часть и получаем вот такую деталюху. Нижнюю часть изготовим также из нержавеющего прутка и будем стилизовать ее под глушитель. Здесь также довольно много проходов, поскольку это нержавейка и это маленький станок. Твердосплавным сверлом сверлим отверстие точно по диаметру наконечника стержня. Ну и благодаря тому, что станок у нас модульный, просто перекидываем токарный патрон на поворотную ось. Теперь сверлим отверстия по кругу. Они будут выполнять две функции. Первая, как я уже говорил, это стилизация под глушитель, а вторая это облегчение корпуса наконечника. Перекидываем патрон обратно на токарный станок, шлифуем и срезаем с заготовки. С обратной стороны сверлим отверстие большего диаметра под толщину стержня. Далее протачиваем и нарезаем наружную резьбу. Кстати, такие фрезы довольно дорого стоят, и я стараюсь использовать их в основном для латуни. В общем, получился вот такой глушитель, то ли от спорткара, то ли от спортивного мотоцикла, ну да и ладно, идем дальше. Еще нужно изготовить декоративный наружный корпус. Его сделаем из мореного черного граба. Граб берем потому, что толщина стенки очень маленькая будет, а плотность древесины у такого дерева очень хорошая. Вначале сверлим сквозное отверстие длинным сверлом диаметром 6 мм. Поджимаем вращающимся центром и снимаем все лишнее. Четырехкулачковый патрон довольно опасная штука при работе резцом по дереву, поэтому заменю его на цанговый патрон. У декоративной деревянной части стенки будут довольно тонкие, и чтобы заготовку не сорвало, внутрь вставляем на всю длину металлический стержень.
Форму выбрал произвольную, с небольшим утолщением в той части, где будет хват рукой. Для более плавных переходов нужен резец пошире, но за неимением будем работать и таким. Ну и после шлифовки получаем довольно приятную на ощупь поверхность. И еще есть плюс во внутреннем стержне. Во время срезания деталь не улетит, куда глаза глядят. С той стороны, где будет коробка передач, нужно также рассверлить до диаметра 8 мм. Немного сошлифовываем ручку и исправляем недочеты фрезеровки. Теперь можно покрыть ее воском. Пока воск впитывается, фрезеруем отверстие для колпачка. Здесь все как обычно, протачиваем в диаметр, нарезаем резьбу и срезаем с заготовки. Верхнюю часть корпуса и заглушку будем чернить. Но то место, где находятся цифры, временно заклеил скотчем, чтобы визуально его отделить. Последним изготавливаем клип, вроде так он называется, из миллиметровой нержавейки. На всю глубину прожигать лазером будет очень долго, поэтому просто обломаем по кругу. Места сгиба прогреваем горелкой и придаем нужную форму. Весь процесс показывать не буду, он такой же, как в других моих видео. После этого шлифуем все плоскости и полируем пастой Гои. Вроде и несложная работа, но тоже отнимает много времени. Последний штрих — это гравировка названия моего канала, ну и для прикола буквы РС. Кто в теме, тот поймет. Наконец, собираем все вместе. Этот процесс несложный, но если постараться, можно сломать деревянный корпус, поскольку в некоторых местах он довольно тонкий. Деталей получилось не очень много, но, как обычно, из-за точной подгонки времени ушло прилично. А теперь барабанная дробь и самый ответственный момент. Надеюсь, вы поняли идею. Рычаг скоростей опускает и поднимает стержень. Во включенном положении это шестая скорость, а в выключенном это как бы задняя, то есть намек, чтобы не давать заднюю. К тому же можно тренироваться переключать скорость, к сожалению, только нет сцепления. В общем, получилась вот такая скоростная ручка. Если вам понравилось, то не давайте заднюю. Напоминаю про ссылки в описании и пока-пока.